Кажется, что то, что мы видим, слышим, чувствуем, это и есть объективная реальность, правда? Но что, если это не совсем так? Что, если весь воспринимаемый нами мир — это всего лишь самое убедительное предположение, которое смог сконструировать наш мозг? Давайте разбираться. Простой вопрос, казалось бы, да. Большинство из нас, не задумываясь, ответит «конечно, доверяю». Но вот когнитивная наука, знаете ли, намекает, что, может быть, не стоит быть такими уж уверенными. Да-да, вы не ослышались. Именно гориллу. Человек в костюме гориллы. Он вышел на площадку, побил себя в грудь и спокойно ушел. А половина людей, которые внимательно считали пассы игроков, ее просто не увидела. В упор. Как такое вообще возможно? Оказывается, у этого странного явления есть научное название — слепота по невниманию. И дело тут не в плохом зрении, дело во внимании. Получается, мы смотрим глазами, а видим-то мозгом. И мозг, надо сказать, тот еще избирательный редактор. Ну что ж, давайте копнем глубже. Как именно мозг умудряется строить нашу с вами реальность из хаотичного потока информации, который обрушивается на нас каждую секунду? Вся эта магия строится на двух, скажем так, встречных потоках. Первый — восходящая обработка или снизу вверх. Она начинается с сырых данных от наших органов чувств. Яркая вспышка, резкий звук, какое-то прикосновение. А второй поток — нисходящая обработка, сверху вниз. Тут уже в игру вступают наши знания, наш опыт, наши ожидания, которые помогают интерпретировать эти сырые данные. И наше восприятие — это такой постоянный танец между этими двумя процессами. Вот смотрите, наглядные примеры. Громкий хлопок заставляет нас резко обернуться — это чистый восходящий процесс, инстинктивная реакция на сигнал. А вот способность выцепить собственное имя из гула десятков голосов на шумной вечеринке — это уже магия нисходящего процесса. Мозг использует знания о важности этого конкретного слова, чтобы отфильтровать весь остальной шум. И вот это просто гениальный пример того, насколько мозг активен. Посмотрите на картинку. Ведь все же видят белый треугольник, да? Такой яркий, он как будто лежит поверх черных кругов. А теперь главный фокус. Его контуров на самом деле нет. Ни одной линии не проведено. Это мозг сам их дорисовывает, потому что считает, что это самое логичное объяснение увиденному. Он не отражает, он конструирует. Хорошо, если мозг — это такой активный строитель, то кто решает, какой стройматериал использовать, кто стоит на входе и пропускает информацию? Вот тут-то и появляется наш главный герой — прожектор внимания. Конечно, ученые не сразу к этому пришли. Понимание внимания эволюционировало. Сначала в 1958-м Бродбент думал, что это просто тумблер. Вкл-выкл, все или ничего. Чуть позже, в 1963-м, появилась идея, что мозг-то на самом деле слышит и видит почти все, но отбор самого важного происходит уже на поздних этапах. А модель Трейсман, предложенная в 1964-м, пожалуй, оказалась ближе всего к истине. Внимание — это не выключатель, а скорее регулятор громкости. Ненужное не вырезается полностью, а просто делается тише. И вот теперь, вооружившись всем этим знанием, мы можем вернуться к той самой горилле в комнате и, наконец-то, понять, как наша, казалось бы, совершенная система может давать такие ошеломительные сбои. Итак, давайте подытожим, развенчивая главные мифы. Миф первый. Я вижу все. Нет. Внимание — это узкий луч, а все, что за его пределами, остается в тени. Миф второй. Восприятие пассивно. Тоже нет. Это активное творчество, а не просто видеозапись. Ну и, наконец, зрительные иллюзии — это не ошибки мозга, а, скажем так, побочные эффекты его очень умных и быстрых алгоритмов. Так почему же гориллу не заметили? Да потому что прожектор внимания был полностью нацелен на баскетбольные мячи. Горилла просто не прошла фейс-контроль на входе в наше сознание. Окей, все это, конечно, очень занятная психология, но какое это имеет отношение к нашей с вами обычной жизни? Оказывается, самое что ни на есть прямое. И это, знаете, совсем не преувеличение. Понимание того, как ограничено наше восприятие, может иметь буквально жизненно важные последствия, от безопасности на дорогах до справедливости в зале суда. Вот водитель, который говорит «я его не видел», имея в виду мотоциклиста, он, скорее всего, не врет. Его мозг был настроен искать угрозу в виде машины, и мотоцикл просто не вписался в этот шаблон. Точно так же и показания очевидцев в суде — это не точная запись событий, а реконструкция, полная допущений. А грамотные дизайнеры интерфейсов используют эти знания, чтобы буквально вести наш взгляд по экрану туда, куда нужно. Так что если из всего этого разбора нужно вынести одну единственную мысль, то вот она. Наше восприятие — это не кристально чистое окно в реальность, это скорее искусно смонтированный фильм, где главный режиссер и монтажер — это наше внимание.
И это, конечно, заставляет задуматься, если даже зрение, самое, казалось бы, надежное из чувств, это всего лишь лучшее предположение мозга, то что тогда говорить о наших воспоминаниях, о наших убеждениях, о самом нашем ощущении «я»? Но это, как говорится, уже совсем другая история.